Привет, друзья, с вами Кирилл Юферов, и сегодня мы поговорим о худшей игре по итогам 2021 года. А если ты устал копить деньги в GTA Online, то предлагаю перейти в мою группу по прокачке GTA. Цены не кусаются и подойдет это для тех, кто использует ПК, PlayStation и Xbox. Все ссылки будут указаны в описании, поставь лайк и подпишись на канал, а мы начинаем. По данным в Metacritic, шестое место у нас попадает всеми известная нашумевшая GTA трилогия, окончательное издание. И это неудивительно, ведь все мы помним, что было с игрой, и начиналось тоже не все так гладко. Rockstar опубликовала нам трейлер трилогии, в которой присутствовали различные пасхалки к продолжению игры по GTA. И все думали, что мы получим 15 декабря супер подарок, а именно GTA 6. Но оказалось все это довольно логичнее, как я и говорил ранее. Эта отсылка на номере нам говорила об обновлении контракта, которое вышло 15 декабря. В трейлере трилогии было много странных моментов, например, такие как с поездом. Да и потом скриншоты никак не совпадали с трейлером в плане графики. И, конечно, было разделение лагеря на три части. Одни были, которым не понравился трейлер и скриншоты. Вторые, которые были в восторге, а третьи были как и за, и против того, что предлагает нам Rockstar Games. Также кто-то был согласен с ценой на тот момент в 4300 рублей за 3 игры. Ну а кто-то спокойно ждал и сидел пиратскую версию. Также Rockstar нам показали гифки, и наступила новая волна за и против. И после всех этих новостей, какой же будет игра, то мы увидели и протестили игру. Первый день было много прямых эфиров, и, конечно, в этот же день игра была просто ужасна. Игра вылетала и выдавала различные ошибки, выставленные настройки не сохранялись. И было большое количество багов и ошибок. Люди начали писать жалобы, начали писать, чтобы вернули деньги за эту игру. Игра была на выходе просто ужасна. Я не помню, когда была такая волна негатива на игру. Если кто-то помнит, какие были настолько широко известные игры, которые вышли неудачными, то напишите об этом в комментарии. И 3 самых интересных комментария попадут в следующий ролик, как эти персонажи. А я продолжаю. А в Metacritic через какое-то время мы получили ужасную оценку к игре. Перед всеми этими событиями компания Take-Two начали блокировать моды для игр GTA. И также подавали в суд на людей, которые просто улучшили старые игры, чтобы дать им новую жизнь совершенно бесплатно. И, конечно, это понятно. Как сказано в одной пословице, ничего личного, это всего лишь бизнес. Но это уже другая история. Все эти проблемы, конечно, произошли не только из-за Rockstar Games, а данные проблемы возникли уже на начале пути благодаря маленькой компании Grove Street Games. Но все мы знаем, что рыба гниет с головы, и эта проблема не только Grove Street Games, а всем, кто поспособствовал к провалу. Во всяком случае, большое уважение Rockstar Games, что они перед нами извинились и кинули все силы на исправление. И в итоге они исправили более 100 ошибок в игре. Как мы видим сейчас, то о трилогии молчат, потому как все проблемы ушли. Но бывают, конечно, незначительные, но это уже другая история. Rockstar также начали спасать игру и как-то подталкивают фанатов к покупке. Сейчас все мы знаем, что кто купил или купит трилогию до 5 января 2022 года, то получит одну игру бесплатно от Rockstar. А на выбор вы можете получить такие игры, как GTA 4 и GTA 5, также Max Payne 3, Eleanor и Bully. Кстати, в прошлом ролике возникла такая у меня ошибка с названием игры Bully. Об этом я писал в комментариях, и еще раз искренне приношу свои извинения за данную ошибку. А я продолжаю. Конечно, Rockstar даже сделал скидку на трилогию, и теперь она стоит на данный момент записи этого ролика 3423 рубля. И спасибо им за это. Также Rockstar ранее говорил, что кто купит игру, получит еще и оригинальную версию трилогии. И это уже получается, что покупая одну трилогию, мы получим одну игру на выбор и оригинальную трилогию бесплатно. В этом они молодцы и всячески стараются продать и заработать на трилогии. Также в данный момент Rockstar продает свои игры с хорошими скидками. Bully стоит 374 рубля, Max Payne 500 рублей, Eleanor 500 рублей, GTA 4 Complete Edition 429 рублей, GTA 5 Premium Edition 1075 рублей и Red Dead Redemption 2 1360 рублей, что довольно неплохо. Конечно, трилогия никак не повлияла на Metacritic и попала в топ-10 худших игр уходящего 2021 года. Если вам нравятся такие ролики, то пишите в комментарии, хотели бы вы, чтобы я сделал топ-10
и топ-10 лучших игр уходящего 2021 года. И не забываем, что 3 интересных комментария попадут в следующий ролик. Far Cry 6 тоже попадает в следующий топ худших игр по мнению фанатов. По данным, которые я нашел, многие говорят о плюсах и минусах игры. Плюсы, конечно, есть, и это неудивительно. Из плюсов мы можем перечислить это то, что в игре довольно хорошая графика, прорисовка персонажей, атмосфера игры и динамичность. И с этим, конечно, сложно поспорить, но игра бы не построилась у нас без сюжета. И таким образом мы переходим к минусам игры. Сюжет далеко не новый, и все выглядит по-старому. У нас есть злодей, которого мы должны убить в конце игры. Про злодея бы я не сказал, что он скучный, а даже наоборот, довольно харизматичный персонаж. Но с сюжетом непорядок, нет интриги. Задания становятся скучными, а геймплей однообразным. Но не все так грустно. Кто не играл, может попробовать. Но на мой взгляд, предыдущая часть была намного интереснее, поэтому пока оставим это здесь. Battlefield 2042. Также, по мнению фанатов, мы будем ориентироваться. Игра получила далеко не радостные отзывы, по мнению большинства поклонников, игра получилась сырой, но при этом может желать лучшего. Также в игре повстречались большое количество багов, что и сказывается на весь негатив. Довольно многие люди сходятся в выводах, что игра получилась не такой, как ее видели в бета-тесте. То даже там она была лучше, но из-за того, что разработчики поспешили в выпуске, то естественно фанаты остались недовольны, что были недоработки. После нескольких часов игры фреймрейт начал проседать. Проблема это как раз из-за того, что в папке кэш накопилось много файлов, размер которых превышал более 700 мегабайт, а после очистки все вставало на свои места. Многим, конечно, все эти проблемы не понравились и решили в итоге вернуть свои деньги. К одному единственному вердикту люди пришли, что если разработчики окончательно доделают игру, тогда мы и начнем играть. Каждая игра заслуживает плюсы и минусы, но в нашей сегодняшней подборке мы увидели, что минусов гораздо больше, чем плюсов. Но это не означает, что каждая игра в своем роде плохая и не заслуживает внимания, а как раз наоборот. Отзывы дают знать разработчикам, какие есть проблемы, а они в свою очередь начинают их исправлять, ведь денег никому не хочется терять. Не забываем приходить на группу по прокачке GTA Online, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, друзья. Не забываем также делиться своим мнением в комментариях. С вами был Кирилл Юфер, всех с наступающим Новым годом и до скорых встреч!